Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. У нас в повестке дня сегодня вопросы, которые касаются текущей ситуации в отечественной экономике, в ее ключевых отраслях, в системе государственных финансов. Кроме того, обсудим актуальные тенденции на глобальных рынках, их влияние на российский бизнес, нашу экономику в целом. Начну с первых статистических данных этого года. На что хотел бы обратить внимание? Прежде всего, низкая отрицательная динамика основных макропоказателей. Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного, но вот статистика это подтверждает. В январе текущего года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем год назад. Промышленное производство снизилось на 0,8%. Правда, добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%. Это было еще до повышения цен на энергоносители в мире. Вы знаете, эксперты говорят о так называемом календарном факторе января текущего года, поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом. Тем не менее, вновь хочу подчеркнуть то, о чем мы с вами говорили раньше. Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Конечно, замедлением инфляции, сейчас об этом тоже скажу, и сохранением стабильности на рынке труда. Ну, это как бы такие разнонаправленные, на первый взгляд, вещи, но мы говорили о том, что нужно стремиться именно к такому результату. Непростому, да, понятно, но надо к этому стремиться. Отмечу, что безработица в январе оставалась на низком уровне, 2,2%. Растут потребительские расходы, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Это, безусловно, плюс. Повторю, важное условие уверенного роста – это сбалансированность всей макроэкономической конструкции. Постоянный мониторинг и управление такими важнейшими параметрами, как рост денежной массы, динамика кредитования. И, конечно, состояние бюджетной системы, где важно обеспечить именно долгосрочную устойчивость. Также необходимо улучшать структуру занятости. Тоже об этом неоднократно говорили. Добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли, где формируется большая добавленная стоимость. Рассчитываю, что на эту тему мы сегодня также предметно поговорим. Конечно, для эффективной макроэкономической политики важно учитывать все значимые факторы, заранее реагировать на внешние риски. А такие риски сейчас остро проявляются на глобальных рынках в системе международных экономических отношений. Имею в виду общую напряженность в мире и связанные с этим колебания рынков энергоресурсов, да, и по многим другим товарам это происходит то же самое, мы с вами хорошо об этом знаем. Ну, в цепочке всего, что связано с энергетикой, много товаров и товарных групп. Уже говорил, российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженности перед отечественными банками. Это было бы таким зрелым решением. А в части федерального бюджета также необходимо принять взвешенные решения по конъюнктурным доходам, чтобы, повторю еще раз, гарантировать долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны. Об этом тоже говорили на прошлом совещании. Да, нужно отметить, что правительство уже ведет такую работу. Ее ход мы сегодня также подробно и обсудим. Пожалуйста, давайте начнем. Слово Александру Валентиновичу Новику. Прошу вас.